Всем привет! Вы на канале Олеся Лойс, и сегодня у нас необычное видео для моего канала. У нас мукбанг. Мы будем кушать, болтать. Сьюзи, хватит чесаться. Я для сегодняшнего первого мукбанга решила приготовить сама салатик. Это у нас салат мимоза. Сьюзи, тише! Вот все было тихо, пока я не начала снимать. Салат мимоза, он у нас из двух сортов рыбки, сайра и горбуша. Вот. А вот это у нас фаршированные яйца со свеклой и селедкой, сельдью. Да. Все готовила вчера ночью, чтобы все пропиталось и было очень вкусненьким. Давайте будем начинать пробовать. Поздравьте меня, кстати, с моим первым мукбангом. Я еще смотрела, что пробуют почему-то вот с этой стороны, но я ведь ничего не вижу, что там происходит. Я ведь могу накосячить. Я очень голодная, очень хочу кушать. Салат мимоза, наверное, даже не один из, а, наверное, самый мой любимый салатик. Делаю я его очень просто. Это, наверное, видно по слоям. Картошка. Забыла. Картошка, лук, рыбка из банки, морковка, белок, желток. Ну и все смазываю, естественно, слоями майонеза. Говорят, еще готовят мимозу со сметаной. Не пробовала. Не знаю. Всю жизнь по маминому рецепту мы готовили с майонезиком. А эту закусочку я приготовила впервые. Еще не пробовала. Ну, вы можете заметить, у меня получился очень толстый слой картошки. Хотя у меня всегда так получается. Всегда варю как-то больше картошки. Но я очень люблю картошку в салатике. Поэтому не жалею. Это поместится мне в рот, а? Не знаю, вам сейчас слышно, не слышно. У меня закрыты все окна в квартире. Все равно слышно, как ездят байкеры, мотоциклисты. Пью я водичку с лимоном. Что-то я подсела на нее в последнее время. Сейчас еще немножко поем салатика, потом будем пробовать яйца. Я всю ту неделю болела. Я простыла. Ну и, скорее всего, или где-то подхватила что-то. Поэтому на выходных мы с сестрой ничего не снимали. Я лежала, лечилась. И сегодня у нас будний день. Перед работой я решила снять мукбанг. Представляете? Вчера, когда я готовила этот салат ночью, я думала, что я с утра проснусь очень голодной и весь его съем.
А сейчас он такой большой, что я даже не знаю, смогу ли я это сделать. Видите, я еще немножко говорю в нос, пока вот еще такая нахожусь. Вроде уже выздоровел, но немножечко покашливаю, немного говорю в нос. Я, конечно, совсем не представляю, как моя аудитория воспримет мукбанг, это видео. Но я не то, что не... Я и не боюсь, что будут писать. И отписок вроде бы не боюсь, потому что это будет не основной контент, естественно. Если это видео зайдет, наберет. Сейчас мы еще, кстати, попозже поотвечаем на вопросы. У меня тут вопрос есть. Отвечаем на вопросы от подписчиков. Если это видео наберет хотя бы 1000 просмотров, я думаю, и хоть какую-нибудь маломальскую поддержку в комментариях, то можно раз в месяц, например, выпускать какой-нибудь прикольный мукбанг. Ну и болтать с вами, естественно. Мне очень понравилось болтать на видео, где я волосы красила. Поэтому, думаю, может быть, мукбанги вам зайдут. Будем снимать их. Позову еще Адель, хотя она сказала, что она не будет чавкать на камеру. Так, давайте посмотрим, что у нас с яйцами. Вот такие вот яйца, немножечко желточек. Ой, белочек окрасился. Тут у меня внутри желток, свекла, лук репчатый и селедь. Все нарезано мелко, пошинковано. С майонезиком. И, короче, тоже простояла ночью в холодильничке. Мне кажется, что это что-то типа селедки под шубой, только без шубы. Только без картошки и без морковки. Ну что, пробуем. Первый раз пробую. Пока еще не поняла. Я думала, это будет, реально как селедка под шубой. Вообще непонятно что-то. Может, мне попалась какая-то долька, где мало селедочки. Сейчас еще раз пробуем. Вообще вкус интересный. Не как селедка под шубой. Ну, прикольно. Ну, прикольно. Подача хороша. Фаршированные яйца. По-моему, я ни разу не фаршировала ничем яйца. Я бы добавила туда побольше селедки все-таки. Потому что почти все перебивает свекла. У меня было действительно много свеклы, как и картошки. Мне кажется, свекла очень сильно перебивает. Так, сколько я уже снимаю?
13 минут. Сколько вообще должны идти мукбанг видео? Я не о том, что хочу закончить. О том, сколько вы готовы смотреть такие видео. Все-таки салатик. Салатик мне больше зашел, потому что здесь побольше рыбки. Вроде я целую банку положила селедки. Не знаю. Тоже вот очень люблю салатик селедка под шубой. Я думала приготовить его, либо мимозу. Посмотрела, что есть на ютубчике, что людям больше нравится. И решила, что мимоза. Она очень вкусная. Я еще обещала Адель угостить, но я делала ей отдельную порцию. Потому что я думала, что я съем это все сейчас. Я такая самонадеянная, да. Угу. У меня тут есть вопрос. Выписанный, кстати, на листочек. Так. Зачитываем вопрос от нашей подписчицы. Как вы справляетесь, когда надо сделать что-то, что очень не хочется, но надо? Вообще, можно очень долго рассуждать на эту тему, когда вы хотите что-то сделать. Ой, наоборот, когда вам нужно что-то сделать, но вы этого не хотите. Как вы с этим справляетесь? Прежде всего, скорее всего, в моем случае это бывает лень. Вот вчера мне надо было прийти с работы и все это готовить. Мне было лень. Но я знала, что на мне лежит ответственность за съемки этого видео сегодняшнего. То есть вам нужна мотивация, чтобы что-то делать. Вообще, вот что вы не хотите делать? Подумайте. У меня вообще в жизни такое крайне редко, что мне что-то прям неохота делать. Не именно лень, а прям неохота. Мне это не нравится. Если вам что-то не нравится, то этого и не делайте. Если вы ходите на нелюбимую работу, то ищите какой-то вариант другой. Я всегда топлю, то есть склонна к тому, что если вам что-то не нравится, то вам надо менять эту ситуацию. Не надо терпеть. Как и в отношениях, как и даже с близкими бывают людьми. Если они вас затягивают, да, куда-то вниз, утягивают. Не надо жалеть, в общем-то. Могу показать, сколько я съела. Опа, опа, опа. Смотрите, как много, да? Поэтому меня в моей лени мотивирует прежде всего то, что я знаю, что будет хороший результат. Да и даже плохой результат – это все равно результат. Если что-то не хотите, ленитесь, думаете, что надо нацеливаться на результат. Вот
Ну, я, наверное, вот просто такая сама по себе. Например, моя сестра Адель, вот ей если что-то лень, если у нее плохое настроение, она что-то не хочет, она не будет это делать. Ее никак не заставить. Мне кажется, Адель очень сложно смотивировать что-то сделать. Но я могу попробовать, по крайней мере. Я всегда стараюсь ей... Например, она не могла решиться, да, куда пойти на работу. Был такой момент в ее жизни совсем недавно. У нее было два варианта. И она прям вот, она не знала. Она ничего не могла с собой поделать, она не знала, что делать. Я ей говорю, сядь и загляни простите, внутрь себя. Возьми бумажку, возьми листочек и пиши, что ты хочешь. Плюсы этой работы, минусы этой работы, плюсы этой работы, минусы этой работы. Ну вот, и потом уже рассуждай. Тебе надо вот реально почувствовать это. Нельзя просто так вот, там, не знаю, кинуть монетку и потом пойти и работать на нелюбимой работе. У меня урчит живот, он такой говорит, спасибо, что кормишь меня такой вкусной едой. Так что я думаю, что это мотивация, да? Правильно же? Ответ. Какой ответ на вопрос правильный? Как вы справляетесь, когда растете? Ну да, надо себя как-то смотивировать. Тут много вопросов. На все отвечать не буду. Тут их знаете сколько? 23 или 24 даже. Тут еще есть вопрос интересный. Что помогает справиться с эмоциями? Эти вопросы вообще были для нас с Адель. И мы уже снимали видео вопрос-ответ. Но мы были совсем не подготовлены. Знаете, когда садишься, нужно хотеть снимать. А тогда мы сели как-то не очень хотя. И поэтому это видео не вышло. И, в общем, я уже отвечала, отвечу еще раз. Вы же этого не слышали. Я отвечала, что справиться с эмоциями мне помогает занятие чем-либо, например, уборка. Или же занятие спортом. Я вообще как бы не очень спортивный человек. Я люблю прогулки долгие, но чтобы куда-то ходить, это не про меня. В спортзал имеется в виду. Ну, там поделать какие-нибудь, знаете, там упражнения дома, это для меня удовольствие. И когда меня захлынывают какие-то эмоции, я склонна думать, что этот вопрос все-таки был про негативные эмоции, переживания, расстройства какие-то, да, там, то мне очень помогает спорт и уборка. В частности, это мытье посуды. Я уж не знаю, как это работает. Наверное, как-то вот вода успокаивает. Когда я начинаю что-то мыть, что-то там прибирать, как-то потихонечку все успокаивается. Негатив весь выходит, эмоции покидают это тело. А Адель сказала, что ей помогает умыть лицо. Извините. Умыть лицо. Вдруг кто-то не расслышал. Не знаю уж, мне вроде как это не особо помогает. Или разговор с близким человеком, да, еще может помочь справиться с эмоциями. Просмотр сериалов тоже помогает. В общем, отвлечение, да, справиться с эмоциями помогает отвлечение от проблемы.
Также был похожий еще вопрос. Так, как не унывать и не злиться, когда на фоне грустные события? Вообще, человек может грустить вообще по-разному, из-за разных вещей. Ам, В моих случаях, ну, наверное, как и у большинства людей, когда ты смотришь телевизор или читаешь какие-то новости, вот, типа портится немножечко настроение. Ты чувствуешь некую несправедливость даже по отношению к себе. Да. И что я выбрала? У меня есть телевизор. Вот тут передо мной стоит. Хороший, кстати. Я его включаю, наверное, раз в год. Это на Новый год. Посмотреть всякие смешные передачки, потому что к нам приходят гости. Да, вот. А так я не включаю телевизор. У меня была, когда заходишь в интернет с телефона, заходишь там, ну, там, в Яндекс, Google, без разницы куда, и там сразу же всплывали новости. Я все это выключила. Все равно никуда ты от этого не убежишь, и есть и на Ютубе, и в Телеграм, и ВКонтакте. Но лучше просто, в моем случае, я не знаю, вы можете действовать по-другому, вы можете думать абсолютно по-другому, но в моем случае лучше огородиться от всего этого, потому что я очень впечатлительный человек до такой степени, что я могу что-то, ну, любую статью прочитать, какую-нибудь грустную, и у меня все будет истерика, я буду плакать, и мне надо как-то бороться, как называется там, что было? Эм, Справиться с эмоциями, да. Мне нужно как-то справляться с эмоциями. Поэтому я стараюсь огородить себя от этого всего. У меня был случай в жизни такой, очень печальный. А, Ну, произошла какая-то трагедия, и на фоне этого я начинала тогда болеть. У меня сразу же после всех моих истерик и всего-всего, да, там появилась киста на шее, вылезла такая огромная шишка. Я показываю, потому что это уже было. У меня была операция, видео, кстати, есть на канале. Вдруг у кого-то что-то знакомое с кистами происходило. Вот. Это у меня было на фоне вот нервного такого стресса. Также у меня целый год болела голова. Я делала различные там МРТ, всякую хрень. У меня очень сильно болела голова. Врачи ничего не могли понять. Потом, в конце концов, мне назначили какие-то таблетки. И они мне помогли, представляете? Я когда начинаю так икать, это значит, я уже обожралась. Типа организм мне говорит, хватит жрать. Ну, тогда сейчас доболтаем. Водичку допьем. Ну вот, выписал мне таблетки. И тогда у меня все прошло. Это тоже у меня было из-за стресса. Поэтому мне ни в коем случае нельзя нервничать. Когда начался в 2020 году корона, да, появилась, у меня тогда тоже был стресс. У меня почти все тело было в сыпи. Мне поставили крапивницу на фоне стресса. Или просто там тоже был один момент в жизни неприятнейший. Это была совершенно не моя вина в той ситуации, но меня как бы подставили. Меня подставили и все повесили на меня. И в тот же день я начала кашлять, чесаться, пошла к врачу, и мне тоже сказали, что это все у вас только из-за стресса, потому что я, ну, сдавала анализы, делала всякие там
исследования, ну, мне назначали. И все было только на фоне стресса. Поэтому я стараюсь просто огородить себя от этого стресса. Может, это неправильно, да, еще раз повторюсь, но мне так легче. Я начала смотреть как раз таки всякие мукбанки, да, чтобы расслабиться. И это реально расслабляет. Всякие видюшечки, обзорчики. Мне это нравится. Так, что еще есть? Вот я отвечаю на вопросы, на которые Адель не ответила, да, потому что все-таки, я думаю, видео вопрос-ответ, может быть, я с Адель и сниму, когда у нее будет настроение. Так, 3 любимых лайфхака. Лайфхака. Позитивненькая тема, да, после тех не очень позитивных. Вообще, я очень долго, я прям села вот так вот. Какие лайфхаки я использую в жизни? Но один точно я вспомнила, когда у меня грязная голова, а у меня нет сухого шампуня, например, я использую старую пудру. У меня есть пудра, которую мне дарили 100 лет назад от Шанель. Вот. Она уже очень давно просрочена, но валяется у меня в шкафчике косметички. И я беру большую кисточку, пудру эту и припудриваю себе, ну вот по проборам, да, как вы пользуетесь сухим шампунем, точно так же. Вот этот лайфхак часто меня спасает. Ну, как не то, что часто, но, может быть, раз в 2 месяца пользуюсь. А так, я совсем не припомню, чтобы я пользовалась какими-то лайфхаками. Вообще не могу ничего вспомнить. Так, еще давайте какой-нибудь вопрос. Так. Что помогает в исполнении желаний, кроме труда? Простите, что-то у меня горло. Так, что помогает в исполнении желаний, кроме труда? Вообще, по идее, ничего. Только труд и работа. Но на самом деле у меня есть книжечка, куда я каждый год, каждое начало года записываю свои желания. И периодически я ее прочитываю. И, наверное, как-то думаю об этом. Я вообще ни разу не фанатка вот всех вот этих вот, как их там называют, сейчас, не календаря, марафоны, вот. К этому я отношусь так, что люди, вы хотите, проходите. Адекватные люди, наверное, все-таки знают, что есть литература в бесплатных, да, источниках, и можете сами ее почитать, найти. Неважно, короче, люди делают, что хотят. Но я как-то с самого детства, потому что у меня мама очень любила вот эту всю фигню в плане записывать желания, делать календари желаний. То есть у нас был, ну, на фоне вот этой доски я покажу, у нас был вот такой огромный ватман, мы вырезали из журналов. Господи, когда я последний раз журнал-то трогала? Из журналов всякие картиночки, клеили туда свое лицо. Например, там девушка сидит на крутой тачке, да, в крутой машине, и туда приклеиваешь свое лицо вместо лица девушки. Вот такие штуки у нас были у мамы и у меня в детстве. Примерно лет до 20 я делала себе такой календарь. Потом мне стало как-то, не знаю, не то что лень. Я начала записывать в книжечку, до сих пор записываю, и я сделала шалаш. Шалаш есть. Я сделала на телефоне шарж. Боже, так как называется-то? Коллаж. Коллаж сделала. С картинками того, что мне нужно, что я хочу. Когда я начинала снимать видео, я прикрепляла вот эту вот, как его там, что-то у меня все мысли повылетали, кольцевую лампу большую, микрофон вот этот вот Боя, петличку, прикрепляла новый телефон, прикрепляла
всякие там вещи, которые я долго не могла найти. И я, наверное, это делаю уже года 4. То есть ищу картинки, которые мне нужны, или там фотошоплю, короче, что-то делаю. И потом собираю вот коллаж, ставлю его на заставку, и всегда телефон почти всегда со мной. Даже когда я в душ иду, я включаю телефон и слушаю какое-нибудь видео, какой-нибудь сериальчик или фильм. И, короче, телефон всегда со мной, я всегда смотрю на эти картинки, и не то, что визуализирую, просто я думаю, мне это нужно, я это куплю, я заработаю сейчас деньги, куплю это, или я буду искать и найду это, в общем, вот так вот думаю. Может быть, это и визуализация, да, но я не представляю, там лежу такая, я сейчас еду на этой тачке. Может, это тоже правильно, я не знаю. Но я вот думаю, что это мне нужно, это я куплю, это я найду. Это я, короче, достигну. Достигну. Сейчас у меня стоит цель 10 тысяч подписчиков. Может быть, с моим талантом кушать. У меня и появится 10 тысяч подписчиков. Как я вообще думала, что съем этот салат? Не представляю. Ладно, мы уже много наболтали. Не знаю, будет ли смотреть такой длинный мукбанг кто-нибудь. Так, еще пока не забыла. Передаю привет и отдельную благодарность видео подписчикам на Boosty, на сервисе Boosty. Спасибо вам большое за подписочку. Вы у меня вот здесь вот уже еще прибавился, да, один подписчик, который требует, я так сейчас по столу ударю. Привет от Адель. Сейчас где-нибудь вылезет Адель, передает всем приветы, кто подписан на привет от Адель. Я передаю привет Виктории, точнее Кутори, и Яне Григорьевой, подписчики на Бусти. Спасибо, что оформляете приветы от меня. Это мои сувениры. И для тех подписчиков на YouTube, которые бы хотели смотреть видео раньше, без монтажа, минимум цензуры и смешные шутки от Адель, можете подписаться на наш канал на Boosty. Подписочка там стоит от 50 рублей. Это будет на данный момент очень хорошая, крутая, классная поддержка. Есть разного уровня подписки. Есть 50, есть 100 рублей, 150 и там побольше, да. Если вам это интересно, можете перейти по ссылочке в описании или в первом закрепленном комментарии, посмотреть. Можете просто подписаться, даже бесплатно можно туда подписаться, потому что, если что, я буду на Boosty выпускать видео вам точно 100%. Ну, если вам понравился мукбанг, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. И увидимся с вами скоро в следующем видео. И всем пока!